Итак, мы слушаем обучение, размышляем над смыслом для того, чтобы развить свои качества, дабы суметь приносить благо другим. Итак, как же быть своим собственным психотерапевтом? I mean, it's a very open kind of statement. Lama actually said, be your own psychologist, you know. We have a million different ways of seeing this. Это очень многозначное утверждение. Лама Йеше на самом деле говорил, будь собственным психологом. Есть множество способов эту фразу понимать. But it's about working on your own mind, not on the external. Но смысл здесь в работе над вашим собственным умом, а не какими-то внешними вещами. Наш импульс, зависимость наша, состоит в том, чтобы работать над внешним. Лишь потому, что омрачение, история их полностью завязана на внешнем. In relation to my happiness. Функции внешнего применительны к моему счастью. So the things that my attachment likes, так что то, что мои привязанности нравятся, we'll manipulate to keep them in our lives. Мы будем манипулировать, чтобы эти вещи в своей жизни сохранить. Because we're quite convinced that they're the cause of my happiness. They're the cause of my good feelings. Потому что довольно сильно убеждены, что эти внешние вещи — это причина наших приятных чувств. And the things that our attachment don't like, а те вещи, которые нашей привязанности не нравятся, насколько мы понимаем, как нам кажется, это причина наших страданий. Объекты чувств, события и в особенности люди. Мы видим, что такова наша философия. Такова мирская философия, философия сансары. So it's not like there's something moralistic that you're not supposed to try and change the outside. Of course you can. Nothing wrong. И здесь нет никакого морализма, никто не говорит, что нельзя пытаться изменить внешний мир. Разумеется, можно. We're missing the crucial point. Мы упускаем из виду главный пункт, жизненно важный пункт. You know, so let's say you have attachment and anger. Join the club. We all do. Предположим, вам присуща привязанность и гнев. Пожалуйста, вступайте в клуб, нам всем они присущи. Need to be approved of. Вы нуждаетесь в том, что вас одобряли. We get jealous. Мы завидуем, ревнуем. We feel arrogant. Испытываем заносчивость. We feel low self-esteem. Страдаем от низкой самооценки. Normal human behavior. Нормальное человеческое поведение. So as soon as these states of mind arise, стоит этим состоянием ума возникнуть, and they're really painful, we know that. Они действительно болезненны, нам это известно. We just assume that it's the object, the person, the event, the thing that's the cause of that unhappy feeling. We just assume it. And we can be forgiven for assuming it. It seems to be true. Как мы по умолчанию предполагаем, что это действие, это внешний, это человек, это внешняя ситуация. Именно они являются причиной конкретных чувств. И нас можно простить за такое допущение. So when the fisherman saw the fishing, the little boy saw the fishing for the first time in that life. Так что, когда рыбак увидел рыбалку, когда этот маленький мальчик в той жизни впервые увидел процесс рыбалки, сочетание его сильной склонности к тому, чтобы убивать, принесенные из прошлой жизни, и его привязанности, объединившись, объединились, чтобы выставить рыбалку как нечто подлинно чудесное, представить рыбалку в подлинно выгодном свете и вызвать в его теле очень приятные чувства. Ведь кажется очень сложным, очень сложно, как кажется, опровергнуть тот факт, что процесс рыбалки, например, это подлинная причина счастья. Когда Джон мне улыбается, возникает блаженное чувство. Когда пробуешь на вкус пирог, приятное чувство. Why does Buddha calls this the second kind of suffering? He calls this suffering.
Будда называет это вторым видом страданий. Он это называет страданием. Вторым видом страданий. Более тонким. Это грубого рода страдания. Страдания. Это когда случаются вещи трудные. Второй же вид страданий. А это то, что мы называем счастьем. Это когда случаются хорошие вещи. Это действительно сложно разглядеть. Точка отсылки здесь является, точка отсчета здесь является привязанность. Единственная причина, в силу которой я испытываю гнев, когда Джон на меня не смотрит, единственная причина в том состоит, что у меня было ожидание, что он на меня посмотрит. Это легко доказать. Скажем, у Франсуа нет привязанности к Джону. И потому он не ожидает, что Джон ему улыбнется. Поскольку у него нет этих ожиданий, он не страдает, как Джон ему не улыбается. Человек, который очень привязан к гневу, когда гнев, прошу прощения, к деньгам, когда денег нет, несчастлив, потому что привязан к деньгам и ожидает, что они будут в наличии. Но если бы привязанности не было, то и страданий быть бы не могло. В отсутствии это логично. Это так сложно слушать. Ведь то, что Будда называет страданием, мы считаем нормальным. Так что здесь действительно много тонкостей. Простое поверхностное прочтение всех этих утверждений совершенно не доносит до нас их смысл. Somebody who's always lonely because they haven't got a... Let's say a person who's always hungry, always needy for a partner. Скажем, какой-то человек все время отчаянно жаждет иметь партнера. Привязан к наличию партнера. Но мы все к чему-то привязаны, неважно к чему. Каждый день человек просыпается и видит, что партнера в доме нет. Им грустно. Я вхожу в дом. Я не замечаю отсутствие партнера. Потому что я не ожидал, что он там будет. Понимаете? А если у меня пирога не будет, я расстроюсь. У нас всех свои объекты. So, I walk in the house, François walk in the house, and John walk in the house all together. He wants money, I want food, and he wants a girl. We each will look and see, and then we'll get upset according to that. So it's clearly made up by our mind. Франсуа, я и Джон входим в один и тот же дом. Франсуа хочет денег, я пирога, а Джон девушку. И мы все расстроимся, не найдя этих объектов. И все искали разных объектов. Все зависело от наших умов. On va tous se mettre en colère, on va tous être énervés, mais pas pour les mêmes raisons. Quite difficult, isn't it? Довольно сложно получается, правда? Because it's the habit. No one taught us that. И никто нас этому не учил. Такова привычка. Эти вещи просто сами собой всплывают с юного возраста. And because that view pops up, и поскольку это воззрение всплывает, возникает чувство, мы даже не удосуживаемся подвергнуть все это дело сомнению. И просто продолжаем эти привычки простраивать. Продолжаем страстно желать за получение искомого объекта. Беспокоимся по поводу того, что его не обретаем. А когда его обретаем, боимся, что потеряем его.
Это страдание. This is attachment. This is something of attachment. Это привязанность. Of course, the habits Страдание от are very привязанности. deep. They're not going to go overnight. Конечно, оно уходит очень глубоко, и за одну ночь его не устранить. But to have this ability to understand it like this can give some freedom. Наличие способности понять привязанность в таком ключе может нам предоставить некую степень свободы. And because the habits are very strong, Поскольку привычки очень сильны, it's like people who give up alcohol and go to AA, все будет как у людей, которые бросают употребление алкоголя и посещают встречи And анонимных they always say, I'm an алкоголиков, alcoholic. где они говорят, на встрече они говорят, я алкоголик, And they go 24 hours at a time. и отсчитывают циклы по 24 часа, принимая решение не выпивать. That's good. Это хорошо. Because the attachment to whatever the object is, we say it's sex or food or whatever, Потому что привязанность к любому объекту, что бы то ни был, объекта, будь то пища, алкоголь или секс, it's just deeply there. поскольку она глубоко присутствует, It could be there till the day you die. может сохраняться вплоть до дня вашей смерти. And the level and the skill of your practice А искусность вашей практики, is recognizing it's an old habit, навык, который нужен в практике, распознать старую привычку, having the courage at junior school level to not follow it with the body and speech, иметь на уровне младшей школы отвагу на то, чтобы не следовать этой привычке телом и речью, which begins to sort of discipline it, что начинает как бы дисциплинировать тело и речь. and then the practice of being your own therapist at the high school level, И дальше практика того, как begin быть to собственным unpack it, терапевтом на уровне unravel it, старшей hear школы, its story, hear its script, hear it really and understand it, где вы начинаете раскрывать эту привязанность, распускать ее узлы, слышать ее историю, действительно понимать, know что this она говорит. roommate is there. Знаете, что этот сосед с вами. But as we keep practicing, По мере того, как мы продолжаем практиковать, it has less and less power over us. сосед этот обладает все меньшей и меньшей властью над нами. It sits quietly in its room minding its own business, not running the show. Тихонько сидит в своей комнате, занимается собственными делами, переставая всем заправлять. And the more we practice, И чем больше мы практикуем, and the more we purify, больше мы the очищаем, more we discipline our body and speech, чем больше мы дисциплинируем свое тело и речь, and the more vows we take, and the more we keep our vows, чем больше обетов мы принимаем, и чем and the more лучше we их understand соблюдаем, emptiness, чем больше мы понимаем and пустотность, the more we start cultivating compassion and love, чем больше начинаем взращивать сострадание и любовь, they get stronger and stronger. тем больше все эти вещи It gets weaker усиливаются, and weaker. а привязанность становится все слабее и слабее. It takes time. На это We требуется have to be время. very humble with ourselves. Мы должны быть очень смиренными относительно себя. Yeah. We have to learn to live with these roommates. Нужно научиться жить с этими соседями. We fall down, Мы падаем, pick yourself up, поднимаемся, and you fall down, падаем, you pick yourself up, поднимаемся and you just keep moving. и просто продолжаем продвигаться. That's the key to success. В этом ключ к успеху. So all of this Все это is leading us to understand the deepest delusion, ignorance. ведет нас к пониманию глубочайшего омрачения, неведения. As we know from all the teachings, and all the Buddhist literature, emptiness has got its own special status. The wisdom teachings, they call it. Как мы знаем на основе всех буддийских учений, у пустотности особый статус. Это называется учениями о мудрости. But the more we work on junior school, Но чем больше мы работаем над уровнем младшей школы, the more we understand Buddha's model of the mind, тем больше понимаем буддийскую модель ума. the more we understand the delusions and how they function. Чем больше понимаем буддийскую модель ума, чем больше понимаем омрачения и то, как они функционируют. Because they're the voices of ego grasping, Поскольку эти омрачения — это голоса цепляния за эго, the more easy it is to understand emptiness. тем легче становится от It's not всего as if it's some этого separate, постичь special пустотность. thing, unlinked to everything else. То есть пустотность — это не какая-то особая отдельная вещь, которая ни с чем не была бы связана, ни с чем иным не была бы Because связана. all the delusions Ведь все омрачения function in the same way. функционируют одинаковым They образом. embellish, Они they приукрашают, distort, искажают, they exaggerate. преувеличивают. Yeah. They're all deluded. They're deluded.
Они все помрачены, заблуждаются, ошибочные представления. И вот это сложнее всего понять, то, в каком смысле это ошибочные представления. So, when we say anger, Мы говорим «гнев», oh, she's so angry. она так сильно гневается. What we're talking about is her behavior. Когда мы это говорим, мы говорим о ее поведении. I always think of that German fellow who drove that airplane into the ocean, into the mountain. Remember, a couple of years ago, the smaller Lufthansa airline. Помните, пару лет назад был немецкий пилот, который повел самолет и разбил его об гору. Это была одна из малых авиалиний Люфтганзы. На основе отчетов об этом человеке, информационных сообщений, он очень хорошо себя вел, у него было хорошее поведение. Никто не видел никаких свидетельств в пользу того, что у него, это теперь очевидно, был яростный гнев. Это все было полностью скрыто от людей. Но когда смотришь на его поведение, очевидно, это запредельная ярость, которую даже поверить невозможно. Не говоря уже о гордыне, привязанности к репутации. All these delusions, И всех этих омрачений. But you can't see by looking. Но просто глядя, этих вещей не увидишь. Ведь по большей части мы судим по поведению. Ум нам не виден. So, if you were to, get him, if he were honest enough to write down all his thoughts on a piece of paper. Если бы вы заставили этого немецкого пилота, если бы он был достаточно откровенен, написать все и записать все свои гневные мысли на листке бумаги, and then you've got another person who's shouting and yelling and screaming with spit coming out the mouth and eyes wide and tears coming, typical angry person. Взяли бы другого человека, который там кричит, брызжет слюной, широко распахнул глаза и так далее, то есть типичного сердящегося человека. We think of emotion, don't we? Мы думаем об эмоциях, правда же? But the quiet guy, where's the emotion? Где у первого парня была эмоция? So if you get that angry person, you record what they're saying while they're having a screaming fit, and then you transcribe it. You're going to have two pieces of paper, aren't you? И если вы возьмете этого второго кричащего человека и запишете то, что он кричит в этой вспышке гнева, то вы получите, соответственно, от этих двух людей 2 листка бумаги. Everybody reading. И вот мы все их читаем. Immediately, oh my God, these guys are angry. И немедленно видим, эти парни сердятся. And maybe the quiet guy, his words are even more outrageous, more furious, more angry. И, может быть, у человека, который тихо себя вел, слова, выражающие гнев, гораздо более яростные, невообразимые, гневные. You're looking at 2 bits of paper. Вы смотрите на 2 листка бумаги. No shouting, you can't hear anything. Никаких криков вы не слышите. What you have on the paper is words. Что у вас на бумаге? Слова. And words are thoughts. А слова — это мысли. Thoughts are concepts. Мысли — это концепция. So underpinning all of our emotion, as we call it, так что под спудом всех наших эмоций, как мы то называем, informing all that emotion, напитывая все эти эмоции, информируя их, определяя их, thoughts. лежат мысли. So until we can stabilize our behavior, до тех пор, пока мы не стабилизируем свое поведение, until we can begin to understand Buddha's model of the mind, и пока мы не начнем понимать модель ума, предложенную Буддой, and then in our own time and space hear those elaborate conceptual stories that inform the actions of body and speech, и пока в своем пространстве и времени не услышим развернутые концептуальные истории, которые предопределяют действия тела и речи,
qui programme notre corps et notre parole. It's then we will see they're all just conceptions. Et ce n'est Thoughts. qu'à ce moment-là А когда мы их qu'on так pourra увидим, voir тогда увидим, que, что все это лишь eh bien, концепции, мысли. Dans tous ces cas, il s'agit de conceptions erronées, de pensées erronées. Viewpoints. Et de Точки point зрения. de vue. That cake is so delicious. Этот пирог такой It's a вкусный. viewpoint. Это точка зрения. It's a thought. It's Мысль. a concept. Концепция. You are evil. I hate you. I'll kill you. Ты злой, я тебя ненавижу, я тебя убью. It's a thought. It's a Это мысль, concept. концепция. John is the cause of all my happiness. Джон — причина всего моего счастья. It's a concept. Концепция. I am so intelligent. Я такая It's a умная. concept. Like I said Концепция. in the very beginning, one way of approaching Buddhism is everything that goes on in our mind finally comes down to being a viewpoint, a concept. Как я говорил, один из способов вообще подступаться к буддизму, один из подходов к буддизму, состоит в том, чтобы понять все, что происходит в нашем уме, что возникает в нашем уме, в The конечном trouble is, итоге most of the является stuff that точкой we've got that зрения. we come into this life habitually with are so habitual that they're instinctive. Проблема в том, что большинство из тех вещей, с которыми мы пришли в эту жизнь, настолько вошли в привычку, что стали для нас инстинктом. Qu'elles sont si habituelles qu'elles en sont instinctives. Don't even notice. Мы даже их не замечаем. Just do it. Просто Say it. совершаем Feel что-то, it. говорим что-то, чувствуем что-то. Most of what we do, it's all just, instinct. Большая часть всего, что мы делаем, это просто инстинкт. Okay, so let's say a person is a musician. They play Bach. Скажем, кто-то музыкант, исполняет произведения Баха Perfectly. совершенным образом. You could say, couldn't you, that they're instinctively good. They've got it's a spontaneous. They just go broop, out comes Bach. That's instinctive, isn't it? Would you not say that? Можно было бы сказать, что для них это совершенство в исполнении музыкального произведения инстинктивно. Человек просто делает брум, и вот музыкальное произведение Баха. Мы можем сказать, что это инстинктивно. Но поскольку мы понимаем теорию музыки, You know they began знаем, что first with the tendency to play music. Что сперва человек начал со склонности к исполнению музыки, And then they learned what? а затем изучил, что концепция. Music is elaborate conceptuality. Музыка — это развернутая концептуальность, Unbelievable conceptuality. невероятная концептуальность. Is it not? Разве не так? It's like brilliant technician, Как у блестящих техников, like a computer scientist. как у блестящих специалистов по технике или Their человек, mind is занимающий full of компьютером, these unbelievable, highly elaborate, sophisticated conceptual thoughts. умы которых полны невероятно сложных, развернутых концептуальных мыслей. Et And what they do is practice and practice and practice until eventually it's instinctive. Что они делают? Практикуются, практикуются и практикуются, пока ремесло их не станет для них инстинктивным. There's a little boy fisherman. Вот маленький рыбак, маленький мальчик, Sees fishing, увлекавшийся рыбалкой, он видит рыбалку, instantaneously likes it и мгновенно она ему нравится, because he's perfected fishing. потому что он совершенствовал рыбалку, совершенствовался в убийстве в прошлом. Now it's second nature. Теперь это для него вторая The правда. other little boy, 3 years old, Другой mummy маленький taking the мальчик, lice out of his head, другой маленький мальчик, которому 3 года, у которого мама вынимает в шею из волос, crying with compassion for the lice. плачет от сострадания к овшам. Mummy, mummy, don't hurt them. Мама, не причиняй It's their вреда. home. Leave them alone. Это их дом, оставь их там в покое. Instinctive. Инстинктивно. Not from the sky. Oh, it's an old soul, as people say. Это пришло не с небес, как некоторые говорят, о, это древняя душа. He practiced it from past. Он упражнялся в этом с прошлого. You know, they talk about Прошлом. animals. То есть Come она out of животное. mummy's womb, little elephant. Маленький слоник вылазит из утробы матери, Hops up on his little legs. поднимается на свои маленькие And then ножки finds the right piece of mummy to start sucking on. и находит нужную часть мамы, которой Oh, присосаться. it's just Ту all часть мамы, instinct. которой нужно присосаться. Yeah, О, because это he's все sucked on инстинкт. mummy's tits for 40 million lives. That's why he's got it down. Да, инстинкт, потому что он 40 миллионов жизней сосал мамину грудь, поэтому и знает, куда Comes into this life тыкаться. programmed. Приходит в эту жизнь запрограммированно. You know, there's a bunch of apes or monkeys or one kind of that lot who have got special attachment to sex. Есть Extra special. особый вид обезьян, у которых совершенно особая привязанность к сексу.
Little baby boy monkey comes out of mummy's womb. Выскакивает из материнской утробы маленький мальчик-обезьянка. I won't get too gross here. Не буду слишком уж гадко I это won't get описано. too gross here. He turns around and guess what he does? Поворачивается и угадайте, что он делает. Has sex with his mum. Занимается сексом с мамой. And then his dad, Потом его then his папашка, sister, а потом папашка, then потом grandma, сестрой, and потом grandpa, бабушка и and uncle, and дедушка, auntie, and until he dies. дяди и тети, а потом, пока в конце концов They've не really умерли. got sex down. Вот эти действительно овладели сексом. From having done it before. Потому что прежде этим занимались. So no wonder it puzzles us in the West. Wondering about brains and genes and DNA. Of course we're confused. Неудивительно, что нас на Excuse Западе me, это... rude as usual. Неудивительно, что на Западе Hard нас все working это scientists. сбивает Like с as if толку. I know everything, you know, excuse me. Сбивает с толку все. Мы пытаемся разобраться в мозгах, ДНК, генах и так далее. Ну, извините меня за грубость, не то чтобы я тут все знала. So have you heard that person playing Bach, Вы услышали, как музыкант but исполняет knew Баха, nothing about musical theory, и не знали бы ничего о теории музыки. and somebody showed you the paper, the music, А кто-то показал бы вам ноты, they would know they wouldn't think you're mad. What's it got to do with anything? вы бы сочли, что это чушь, как The безумие. music, seeing the piece of music, saying that's what they're playing. What are you talking about? Вам бы показали ноты, по которым играет музыкант, вы бы сказали, что за чушь, при чем тут эта бумажка? So, same with the baby monkeys liking sex, you know. То же самое и с маленькой мартышкой, которой нравится сексом заниматься. So if you take Buddhist psychology Если взять and буддийскую психологию, write out a strong, detailed analysis of what's going on, why the monkey's doing that, people think you're nuts. и расписать подробный анализ того, почему там кто-то что-то делает, почему так поступает Because of ego мать grasping, обезьяна и therefore так this, далее. because of that, and because of attachment, therefore this, and because of this, and to practice this, and therefore this. It's like, what are you talking about? It's just instinct. Люди со стороны бы сочли, что вы прошло безумно, если вы там говорили в силу привязанности эго, то привязанность, в силу цепляния за эго, то привязанности, то там. Люди бы сочли, что вы сошли с ума, сказали бы, что за чушь, это просто инстинкт. It all comes from thoughts. Все проистекает из мыслей. Buddha is saying the entire universe comes from thoughts. Буду говорить, что вся Вселенная проистекает из мыслей. Kind of ridiculous sounding, isn't it? Звучит это как-то смехотворно, So we have to unpack. и нам Go from a нужно reverse. спаковать. It's sort of like you got a musician. Let's say they lost a piece of music. Все разложить Let's в say they обратном lost the порядке. notation. Скажем, что музыкант потерял свои ноты. The guy who's Dans l'exemple du musicien, qu'on ait perdu la partition. what would he have to do? Что ему нужно было бы He сделать? wouldn't just go, oh, it's all just instinct. I've got no idea how it all is. You know. Не He просто wouldn't say говорить, that. ой, это все инстинкт, вообще понятия не имею, как это все на самом деле работает. Нет, так бы человек He'd не be сказал. able to reverse the process and write it all down as theory, wouldn't he? The guy who plays. Исполнитель смог бы повернуть весь процесс вспять и записать то, что он играет, опираясь на теорию. So we have to learn to see all our emotions, all our dramas, all our instincts, all our feelings. И нам нужно научиться видеть все свои собственные мелодрамы, чувства, инстинкты, переживания, And unpack and unravel them all. распаковывая And write out a их, perfect theoretical analysis распуская их узлы и расписывая совершенный all the теоретический анализ concepts всех that концепций, inform this emotion. которые напитывают, информируют ту This или is what we иную have to do. эмоцию. Вот что нам нужно This is осознать. Buddha's approach. Вот каков подход Будды. It's an intense job. Это очень And watching your сложная breath задача. won't make you do it. И за счет наблюдения за дыханием вы этого не добьетесь. It's very good to watch your breath. Очень хорошо наблюдать за дыханием. I have to be very careful because I upset many people when I say this. I had some person storm out of a teaching recently because I insulted mindfulness meditation. Я должна очень осторожно быть, когда говорю все эти вещи, потому что многие люди обижаются. Один человек выбежал с учения, и когда в прошлый раз где-то учила, потому что ему показалось, что я оскорбила медитацию осознанности. Are we communicating here? Понятно? I mean about the earlier point. Насчет того, что я сказала раньше. Yeah? Да? And this has got zero to do with what mummy and daddy and everybody else did to you. Это совершенно никак не связано с тем, как там с вами поступали мама, папа или кто бы то еще. That's what's shocking. Это нас шокирует.
Это ваше собственное личное дело, ваш ум. Вот в чем причина того, что вы такие. И даже причина того, что какой-то человек поступает с вами так или иначе. Как же это все нас подводит к пустотности? Как я сказал, и все эти омрачения, у всех этих омрачений конкретная их работа — лгать, приукрашать. Привязанность к чашке, в силу привязанности к чашке, чашка предстает передо мной как более влекущую, чем она есть на самом деле. В особенности, если это антикварная бабушкина чашка, или чашка дорогая. Мы накладываем на нее всевозможные истории, правда? Отторжение к этой чашке преувеличивает ее уродство. Moucheté. Salédeur. Salédeur. What's that? Moucheté. It's a French word for ugly. Okay, good. Use slang. I'm very glad. He never uses slang. He's so polite. Франсуа такой вежливый, что никогда сленговые слова не So использует. then, ignorance, marigpa, ego grasping, the root delusion underpins these. Неведение, марикпа, неосознавание лежит в основе этих омрачений. Informs these. Информирует их, They are программирует их. branches of this. Эти омрачения — это ветви этого, ответвления этого неведения. So what does ego grasping exaggerate? Что же преувеличивает цепляние за эго? Its very ontological status Сам as ugly cup or beautiful cup in the first place. Сам онтологический статус чашки, как исходно чашки прекрасной или чашки уродливой. Its very being, you know. Само ее существование. Yeah. So, one what? Laide. Okay, good. So, okay, one really nice framework for understanding emptiness. Это очень хороший контекст для понимания пустотности. Lord Buddha's teachings about the two truths. Это учение Господа Будды по двум истинам. And Tsongkhapa, our lineage lama, our kind of patron saint, А Цанкапа, he really runs with this one. Цанкапа, лама нашей линии, так сказать, наш святой покровитель, действительно Patron saint. очень много внимания уделял именно этой теме. Saint patron. He's our saint patron. Наш сам патрон, He's our guy, Tsongkhapa, the one with the yellow hat, the pointy hat. наш дяденька в желтой шапке с As Lama острым Yeshe says, наконечником. paraphrasing Tsongkhapa, Так вот, как говорит лама Йеше, перефразируя when we look at these Цанкапу, two truths, когда мы смотрим на эти две истины, dependent arising is the kind of shorthand for conventional truth. зависимое порождение, так скажем, краткое название условной истины, And then emptiness is the shorthand for ultimate truth. а пустотность — это термин, который указывает на окончательную истину. So as Lama Yeshe puts it, dependent arising Так вот, как это описывает лама Йеше? is the Зависимое king of порождение. logics, plural, Царь logics. логик в множественном числе. Yeah, he talked like that, Lama. He had a cute way of saying. Так вот, лама Йеше все описывал очень King of logic. миленькие King of выражения logics. у него были. Царь To prove логик emptiness. для доказания And it's пустотности. the best way to really be grounded in our understanding of emptiness and not go sailing off into nihilism. И это замечательный способ заякориться в нашем понимании пустотности, не отплывая в крайность нигилизма. Okay. Maman, what is that? Мама, что это такое? Well, darling, it's a cup. А это милая What's a чашка. cup, please? Что такое чашка? What are you laughing for? Чего вы I used to расхихикались? call my mother Maman and she would melt. Я свою маму называла мамой, When I was rich, I was so mean to my она таяла. Особенно, когда я как-то злобно с ней обращалась. Sometimes I call her Mutti. Germans, Bugel, where's Bugel? She's here. Mutti, I call her Mutti, yeah.
Anyway, never mind. Неважно. I wouldn't tell you the other things I called her either. Не буду вам еще говорить другие слова, которыми я ее называл. So, Maman, what is the cup? Мама, что такое чашка? Basically, she has to give me the definition, doesn't she? Что ж, ей придется дать мне определение, Because we have правда? to investigate what's a cup. Потому что нам нужно исследовать, что такое чашка. Buddha wants us to understand reality. Будда хочет, чтобы мы поняли реальность. He says our mind has the capacity to cognize Он говорит, что наши умы обладают Cognize способностью what? познавать that что, which is real, that то, which is что true. реально, то, что истинно. So, what's a cup? Итак, что же такое Well, чашка? sweetheart, there it is, this flat-bottomed clay container. Что ж, милая, вот она, этот глиняный сосуд с плоским дном. You could say a definition has two parts. Можно сказать, что в определении здесь две части. I've heard different ways of saying it, but this is one way of saying it. Я разные способы описания But слышал, the но first вот part tells you один. its conventional characteristics. Первая часть определения описывает нам условные характеристики объекта. You know, flat-bottomed. Плоское Clay дно, глиняное, плоскодонный глиняный сосуд. But I'm not happy yet. Но я еще недоволен. So I'm not happy yet. Но я все еще What недоволен. does it do? А делает-то она And что? this, when we begin to learn to understand emptiness, this is a massive point. И когда мы начинаем понимать пустотность, это невероятно важный момент. What's its function? Какова ее To hold my tea, функция? sweetheart. Содержать мой чай. And then if I'm really being a good child, И если я ребенок хороший, веду себя как хороший ребенок, I'll say, how do you know? я скажу, откуда это известно? Не поверю ей. She has to prove it to me. Она мне должна доказать. So she gets her tea, Берет свой чай and she pours. и наливает. And guess what? И знаете, что It случится? fulfills its function. It Чашка holds the tea. выполнит свою функцию. Она удержит So you have to чай. prove that it does what you say it will do. То есть- Otherwise, you can make up anything about anything. То есть нужно доказать, что объект выполняет то, что вы о нем сказали. В противном случае можно что угодно, о чем угодно выдумывать. We're not, but we haven't quite established it yet. Но мы пока еще не окончательно утвердили объект, We have to make установили. sure there are no other understandings of it, valid cognitions in other minds that contradict that. Мы должны удостовериться, что в других умах нет достоверных видов понимания этого объекта, которые бы противоречили тому, что мы только что сказали. And once we've established this, И когда мы в этом удостоверимся, we can now shake hands, можно будет пожать руки, check the box, поставить галочку, sign the contract. подписать контракт. We've just established the existence of a conventional phenomenon. Ведь мы только что установили существование условного явления. We created it, Мы and создали we его agree upon it. и договорились, Now we can согласились. proceed to discuss it, can't we? А теперь можно сидеть и его и обсуждать. If we got this already, right, with just that, Если мы только establishing a conventional phenomenon, с этим разобрались, с тем, как устанавливается относительное явление, we'd already understand merely labeled. We'd already understand subtle dependent arising. мы уже поняли бы, что такое лишь обозначено и что такое тонкое зависимое порождение. But it's merely labeled. То, что чашка лишь обозначена. But what we do is we, as Lama Zopa says, decorate on top of what is there, layers upon layers of things that aren't there. А что мы делаем? Как говорит Лама Сопа, дорисовываем целые слои поверх вот этого реально имеющегося, целые слои вещей, которых попросту нет. And the main thing we're doing here А главное, что That чем мы ignorance is doing здесь занимаемся, то is главное, что делает projecting onto неведение, it это this проецирование на объект this kind статуса. of this, as they say, this ontological status, this beingness. Как это называется, онтологического статуса, существования, бытийности, Of being a cup бытия чашкой from its own side. с собственной стороны. Over there, Где-то там, вот There. там, тут, there, тут, in and of itself. самое по себе. Yeah. Now, we didn't ever think we thought that, did we? Мы ведь никогда не думали, что мы так поступаем, правда? That things exist from their own side? Что вещи существуют с собственной стороны. Who's ever heard of that? Кто о таком didn't слышал? Мама нас такому не учила. Well, Buddha says Что ж, Будда this ego говорит, grasping что это has цепление been за это. believing in that Верила в это about everything
относительно всего, что мы когда-либо переживали с безначальных времен. И эта вера — это коренная причина всех страданий, всех царств существования, всех вселенных, всех видов существования. И вот в этом Будда расходится с индуистами. As His Holiness said, it was these amazing Indians more than 3,000 years ago who began this amazing investigation into the nature of self, the nature of being. Как отмечает его святейшество Далай-лама, именно эти изумительные индуисты 3000, около 3000 лет назад начали процесс исследования, изучения природы «я», природы существования. Deconstructing in their mind, and then coming up with some entity that is real and permanent from its own side, that is finally what's there. В последующие века возникали разные представления о том, что же все-таки существует, потому что исследователи занимались все больше и больше деконструкцией, и в конечном итоге приходили к какому-то уровню, какой-то вещи, которая подлинно все-таки существует, которая таки и является подлинно существующей. They call that atma. И они этот подлинно существующий объект называли атма. Self. Я. Not just a person. Не просто личность. But selfness is like this permanent entity that determines things. Некая постоянная сущность, которая придает вещам некий статус. So let's talk about this phenomenon here. Давайте поговорим об этом самом явлении. Everything in the universe is called a phenomenon. Все во Вселенной называется феномен, явление или существующее. An established base. Установленная основа. We just did it. We established it. Вот мы только что установили основу в случае с чашкой. Это так, что это нечто, что устанавливается как истина на условном уровне. Явление. Это все понятия синонимичны. Whatever exists in the universe, a thought, a peanut, a hell realm, a Buddha, a person, a chair, kaka, they're all called phenomena, objects, existence. Все, что существует во Вселенной, будь то личность, Будда, слон, арахис, кака, все существует, это установленные основа, явления. And we don't see them properly, Buddha says. И Будда говорит, что мы эти вещи не воспринимаем должным образом, не видим должным образом. See them properly. We have to learn to see them properly. Нам нужно научиться видеть их Their true должным nature. образом, видеть их подлинную And they природу, truly exist. как они подлинно существуют. So, shorthand, conventionally, Итак говоря, попросту, на условном уровне, whatever exists, все, что существует, существует in dependence upon в зависимости various от factors. различных факторов. The grossest level На самом грубом уровне depend upon causes and conditions. зависит от причин и More условий. subtly, На уровне более тонком depend upon their parts. зависит от своих And most частей. subtly, И на самом the тонком view that's unique to the Prasangika, one of the views of the Buddhist tenets, Buddhist schools of thought, the one that our lamas teach, это воззрение things exist finally in dependence upon the mind calling it that. Наконец, на самом тонком уровне, это уровень, который описывается в воззрении прасангики. Это одна из систем положений, философских положений, которые преподают, которые учат наши ламы. В конечном итоге вещи существуют в свете относительно ума, который обозначает вещь как таковую. So let's look at the phenomenon called a person. Давайте рассмотрим такое явление, как личность. Or I. Или я. Or self. Или So self is самость. used in different terms. But here we're just using it as a synonym for a person or I. Слово «самость» используется в разных смыслах, но здесь мы его используем как синоним для понятия «личность» или «я». So that's an example of a cup. Вот был пример с чашкой. Вот такое есть явление. Вот микрофон, вот цветочек. A real flower. Настоящий причем.
And this is a person. А вот личность. Conventionally. На условном уровне. Conventional is just you label it, you define it, you agree, and there it exists. Boom, like that. That's it. На условном уровне вы обозначаете, даете определение, договариваетесь о нем. И вот все, бум, явление существует. So everything that exists, including a person, Все, что существует, включая личность, does exist conventionally, существует условно, insofar as it's a dependent arising. поскольку оно является зависимым возникновением. Оно существует в зависимости от причин, частей ума. Yeah. So let's look at the middle one. Давайте рассмотрим средний из этих пунктов. Это очень сочный пункт. So the key thing to understand here is the word dependent. This is a massively important word to remember, to understand. Ключевой термин, который здесь необходимо понять, это термин «зависимый». Зависимый и независимый. Эти вещи жизненно важно понять. So what Buddha says, this ignorance causes us to utterly believe. По словам Будды, это неведение побуждает нас полностью верить that there is в то, что существует где-то здесь, among these bits and pieces, среди этих частей и элементов, these parts, этих частей, a part, часть, as my friend Pende says, как говорит мой друг walking Пенде, hand in hand with the other parts, которая рука об руку идет с другими частями, called называемая I, «я», moi, «moi». self. We believe this 1 trillion%. Мы в это верим, в эту часть верим на триллион All our процентов. delusions are based on that. Все наши помрачения на этом All that, the основываются. way things appear. Все all our вещи, conversations, all которые our thoughts, происходят, all все our наши words, our мысли, все наши language, слова, все наши мысли, наши слова, наш язык express and reinforce that lie. выражают и подкрепляют So эту what Buddha says is ложь. we're believing that there's a part in there. И так Будда утверждает, что мы верим, что есть некая часть, This is the point. That's В этом суть. independent которая независима of the other parts. от других So let's look at an частей. example. Давайте рассмотрим, например. We can agree this is a microphone, yeah? Можем Conventionally. согласиться с тем, что Cup. это микрофон, Book. чашка, книга. And I. You agree? Я. Conventionally. Согласны? На условном уровне. Okay. So I can say reasonably that I have a cup, a book, and a microphone. I can say that, can't I? И я могу сказать, что у меня есть чашка, микрофон и So книга. speaking very simply, На условном уровне говорить We can по-русски easily очень prove просто. that. Мы легко можем это доказать. because we can point out 4 separate, independent phenomena. Потому что мы способны указать на 4 отдельных независимых явления. So I've got to prove it to you. Давай, сейчас вам докажу. Смотрите. Well, look, there's the microphone. Вот микрофон. Put it over there. Переставим его туда. It doesn't affect the other things, does it? Это не, он не это и это не, если мы переставим, это не In that повлияет на sense, it's другие. independent of them. Can you В see этом that? смысле это нечто независимое от других. Видите? Nothing's affected. The microphone will go away. Микрофон ушел, ничего не случилось. Then there's the book. Вот книга, There it is. вот она, There's the cup. вот чашка, There it is. And there's the вот она, me. There it is. и вот я. From the point of view of that, you can prove there's 4 separate phenomena. 4 separate phenomena. С этой точки зрения можем доказать, что есть 4 отдельных We can do явления that, «я». can't we? Мы способны такое Well, I привести, can say верно? another statement. Но я могу сделать другое заявление. I have a nose, a hand, and a foot. У меня есть нос, рука и стопа. Согласны? Yeah? О, правда? Can you see? Видите? Can you see? Видите? It's a reasonable statement. We all talk this way, don't we? Это разумное утверждение, мы все это говорим. This is where it gets tricky. И вот здесь все становится So хитрым. prove it, Робина. Докажи, Робина. There's the foot. Вот, Cut it off. вот стопа, отрезайте. Okay. The hand doesn't mind. It Ну, can still work. рука не против, она все равно работает. They're not dependent on each other. Они друг от друга не зависят. The hand, there it is. Вот рука, The nose, there вот it is. нос, вот он. Now, А the fourth теперь one called I. четвертая часть, которая называется «я». Where is the I Где я, that isn't the nose, которая не являлась бы that носом, isn't the hand, которая не являлась бы that рукой, isn't the foot? которая не являлась Where бы is the стопой, I that's Где я? independent? где я, которая Of the nose, the независима hand and the от носа, руки и стопы. Any suggestions? Какие-либо соображения? Ум?
Что? What'd you say? Who said it? Что сказал? Кто сказал? Who said it? Who's the person who talked? Кто сказал? Кто Own заговорил? up. Who are you? Давайте признавайтесь. We have to talk to you. Come on. Мне нужно You с вами said it. побеседовать. Good. You're saying Вы the сказали. mind, right? Давайте. Вы видите ум. Okay. Вы говорите So, ум. okay, let's analyze. Can we agree that a person is made up of parts? Would you agree with that? Согласны вы, что личность состоит из частей? С этим вы согласитесь? Would you agree? Вы согласны? Talk to me. Ну-ка, говорите со мной. What? We're made up of body and mind. We Мы get it down состоим to two из тела phenomena. и Would you ума. agree that a person consists of a body and a mind? Would you agree with that? Вы согласны, что человек состоит из тела и ума? С этим вы согласны? Would you agree? Согласны? Okay, good. Да, So then I хорошо. said to you, where's the I? Тогда я вам говорю, а где я? And you suggested the mind. Вы предложили ум. So the I is the mind. То есть я — это ум. Well, that means the body could walk away. То есть, As значит- Lama Zopa says, the body can walk away and go to work, and the mind can stay at home, be very happy. То есть тело, стало быть, может уйти и пойти на работу, а ум остаться дома и радоваться. И And Тогда if the без I этого is the способа. mind, И если я — это you've got to ум, make up your mind. Which is it? It can't be both. вам нужно решить, либо одно. Et donc, il faut te décider, le je ne peut pas être les deux, il ne peut pas être à la You fois can't have it both ways. l'esprit et le Нельзя и corps. так сказать. Because what's the function of your mind? Какова функция вашего ума? What's she saying? Что она говорит? What's she saying? On peut faire élever son esprit et laisser son corps. What? In meditation, you can have your mind rise over your body. В медитации ум может Yeah, that's возвыситься right. над телом. We're not Верно? discussing those. I Но мы agree же, with you. я с вами согласен, но мы-то не про это говорим. We're discussing the phenomenon called an I. Мы говорим о явлении, которое называется «я», That isn't your mind. которое не является And вашим умом, that isn't your body. и которое не является I вашим just телом. said we believe there's an I that's independent of the other parts. Я только что сказала, мы верим, что есть «я», которое независимо от других частей. Okay. Qui est indépendant des autres parties. Would you agree I have a mind? Вы согласны с тем, что у меня есть ум? Well, then you're saying that the I is the mind. You're saying my mind has a mind. Если вы говорите, что я — это ум, вы, стало быть, утверждаете, что у моего ума есть мой ум. Alors, ça voudrait Глупость dire какая-то получается. que The mind has a mind. У ума есть ум. She just said, no, she just said the mind is the I. Она сказала, ум — это я. l'esprit et le je. I'm trying to point out the contradictions. Я пытаюсь указать на So противоречие. if my mind is my I, Если мой ум — это мое «я», why would I say I have a mind? зачем я тогда говорю «у меня есть ум»? I'm really saying I have an I. Я тогда говорю «у меня есть Or I'm я». saying my mind has a mind. Или говорю «у моего ума есть мой ум». It doesn't really work, does it? Что-то не срастается. Any other suggestions? Еще Where the I какие-либо might be? идеи относительно того, где я может находиться, Pourrait être mon je. That isn't the mind and isn't the body. который Because that's what не we является believe. ни That's the умом, point. ни Is we телом. believe it. We say I have a mind. I have a body. Ведь в этом-то и смысл. Мы верим в то, что оно есть. Мы говорим «у меня есть say ум, it. у меня есть тело». Мы так Where's the говорим. I that owns the body and mind? Is the point? Так где это «я», которое It's владеет телом и умом, independent of the other bits. которое независимо от других частей? What? That's your body. That's your body. La voix, mais Voice is your body. А может быть, голос? Голос — это ваше тело. There's only body and mind. It might be the idea we have about you, for example. That's We thoughts. listen to you. That's А thoughts. может быть, идея тогда, которая у нас That's your возникает, mind. когда вы говорите, но это ум, мысли, Hey, это don't ваш ум. give up so easily. Нет, Keep сдавайте, trying. сдавайте, еще пробуйте. What? Еще что? No, don't just answer the question. Нет, Where's просто your I? отвечайте на вопрос, где ваше That isn't «я», the body and isn't the mind. которое не That являлось isn't бы the body and телом, isn't the mind. телом и не являлось бы умом. What else is there? Что еще бывает? Все, кого Oh, знаю. honey, please just answer the question. Просто No отвечайте long на вопрос, stories. милый, не Just нужно answer длинных the историй. question. Отвечайте на вопрос. Where is it apart from? What is there apart from the body and mind? Where is the I that owns the body and owns the Что mind? есть помимо тела и ума? Где «я», которое владеет Point телом и it умом? out. Укажите на него. et qui est séparé de l'esprit et du corps. Montre-le nous. That's, Душа. Une âme, that's the I we're talking about. Dear. Вот об этом Buddhists я мы call здесь it говорим. I. The Hindus call it I. The Christians call it a soul. А буддисты и индуисты называют это «я», а христиане называют это душой. Okay, good, good. Okay, Хорошо. good. Очень Listen. хорошо, Okay, хорошо. good. Right, Слушаем. good. Отлично. The Здорово. Hindus say Супер. that this soul or this self or this I is permanent, unchanging, and independent of the body and the mind. Отлично. Индуисты утверждают, что это самое «я», которое вы назвали душой, постоянно, единично и независимо от тела и Independent ума. of. Separate of. Независимо, Can be pointed отдельно. out. Его невозможно Well, указать. good. That Прекрасно. means it's like me, a book and a cup. You can move the book and the cup is not touched. Это, Because they're означ- independent. это означало So бы, this вот как в soul, примере as Lama Zopa said, the soul, the I can go to work and the body and mind can stay home and relax.
Это If it's separate. как в примере с книжкой и чашкой. Книжку можно передвинуть, на чашке это никак не скажется. И тогда тело могло бы остаться дома, а я бы отправилась на работу совершенно отдельно, если они действительно независимы. As Prabhupada says, we nearly fall off the mountain. I nearly fell off the mountain. Когда, как говорит Пабонка, чуть не упав с горы, вы говорите, я чуть не упал с горы. No, your body did, for God's sake. Your mind can't fall off a mountain. Нет, тело ваше чуть не упало с горы. Ваш ум с горы упасть не способен. Тело. We believe in this owner in there that kind of is like a puppeteer, like an owner, like a landlord that runs the show. Но мы верим в этого владельца, марионеточника, который заправляет всем происходящим, как некий владелец некой территории. All our language expresses it. И все наши языковые схемы это выражают. Reinforces the lie. Подкрепляют ложь. We don't need an I. Но нам не нужно It's «я». like a creator, it's an unnecessary embellishment. Как и Творец, это ненужное приукрашение. You got any more suggestions? Еще какие-либо идеи? I, soul, they're equal. No, I, soul are equal. So use the word I here. Используйте слово «я», потому что здесь слово «я» и душа синонимичны. What's the clarification, darling? Чё? Because it can't exist where? Can't exist where? Не может быть Within такой these вещи impermanent parts. That's в этих right. непостоянных частях именно. И постоянное не может быть постоянного «я», потому что мы меняемся. И не может быть постоянной вещью, потому что мы непрерывно меняемся. Yeah, impermanent. Да, Precisely. с рождения до смерти. Да, That's мы one не of them. постоянны. So Это let's одно do из собраний. Huh? Так что это должно быть тело и ум вместе. What? Оно должно. Я. What is this I, though? I'm asking you to point it out. А я вас прошу его указать. So you're talking about an independent I? What Вы I are сейчас you говорите о talking about? независимом я или как? Тогда логично. Следствием должно быть то, что я не является независимым вещью. И это должно быть. Excuse me, let her finish. Это должно быть собрание тела и ума. That's a good. Это хорошее. Это справедливое замечание. But you can't point out an I that isn't the body and mind. Но вы And you can't point out a mind that is the body, an I that is the body and mind. Вы не можете указать на «я», которое не являлось бы телом и умом, и не можете невозможно указать на «я», которое являлось бы телом Going now и to the умом. subtlest level, Потому что теперь, когда мы доходим до тончайшего уровня, I «я» is merely лишь the name название, we impute что мы upon that body and mind. навешиваем на эти тело и ум. They say this is the hardest one to get. Говорится, что вот это утверждение сложнее всего понять. Это мы сложнее всего понять. What? И «я» — это просто наше творение, нашего помраченного ума, The independent I, независимое «я», in terms of the parts, с точки зрения the I частей, that's independent of the parts, like a Я. puppeteer and a landlord, yes. «я», которое независимо от частей, подобно марионеточнику или владыке некой местности, да, это порождение, это плод нашего воображения, это Overstates преувеличение. our ontological status. Оно преувеличивает наш онтологический статус. Exaggerates. Преувеличивает. So another good way to look at this, Ну и хороший способ это рассмотреть. Мне нравится этот подход. to try and show how it is unnecessary. An I is not necessary. Позволяющий понять, что «я» не является необходимым. So let's say, I use this example, lately I use this example, let's say Таков. В последнее время I я пользуюсь следующим completely примером. have forgot, Скажем. I've lost my memory. Скажем, я полностью потерял память, My body was bad and I had to learn to use my body again, let's say. и с телом что-то было не так, так что мне заново пришлось учиться пользоваться телом. So let's say you have to try and teach me how to hold a cup. Скажем, вам нужно попытаться научить меня держать чашку. And like with IKEA, you'd have to write down all the bits, wouldn't you? И как в инструкции из IKEA. Икеи нужно прописать все пункты, I have to write down all the bits. все части перечислить.
in order for me to know, well, my thumb goes here, and my index finger there, and the thing there, and the ligament here, the wrist there, the elbow this, you'd have an awful lot of parts, wouldn't you? Чтобы большой палец пошел сюда, указательный туда, связка была здесь, локоть отогнулся туда и так далее. Множество частей получится. Are you with me? Следуйте за мыслью. Eventually, you could exhaust the number of pieces of body that are involved in Робина holding a cup. You could write all those bits down accurately. You could do that. There'd be a big long list, but you agree. And it's all the parts of the body, isn't it? So many parts. В конечном итоге вы дойдете до исчерпания списка тех вещей, которые должны быть вовлечены в процесс держания робиной чашки. Да, список получится очень длинный, но его возможно описать. Множество частей тела в это будет вовлечено. Очевидным образом, главный игрок здесь ваш ум. Если бы тело было мертвым, было бы проблематично держать чашку. Now we have to look at and articulate all the different parts of our mind that play a role working with the hand to have the experience of holding a cup. А теперь нам нужно перечислить вербально все части тела, которые вовлечены в переживание держания чашки, вовлечены в то, чтобы этот опыт возник наравне с нашей рукой. Первое. Намерение. Мысль. Я буду держать чашку. Это поддерживает бдительность, осознавание, сосредоточение, памятование. Все эти остальные части нашего ума, мысли, все они трудятся вместе с частями и компонентами тела, чтобы в конечном итоге возник опыт, который называется «держать чашку». Понятно? Пока. So you can notice, haven't you, that I have not yet mentioned a part called I. Вы, возможно, заметили, что я пока не упомянула часть, которая называется «я». Так какую роль? So what role would an I have that the hand and the mind aren't doing perfectly together? Так какую же роль играет «я», с которой не справлялись бы совершенным образом рука и ум? Я было бы как дирижер в оркестре, но мы же только что доказали, что он мне нужен. Намерение. Я буду держать чашку. Если хотите, если вам и нужен начальник, намерение здесь начальник. А оно всем руководит. Послушайте, я сижу на стуле и двинусь только, когда мне возникнет мысль. Выйду-ка я за дверь. И это, по словам Будды, и есть карма в очень реалистичном ключе. Намерение — это главное. Нет никакого иного большого дирижера. Он не нужен. Намерение. Все остальное соединяется. Намерение. Намерение вызывает и активирует и сосредоточение, и памятование, и движение пальцев, и связок, и всего остального. Все это объединяется вместе. Дирижер здесь не нужен. И именно поэтому это воззрение Будды, воззрение о том, что нет неотъемлемого «я», нет начальника. Так ровно тоже воззрение Будды, что и отрицание Творца. Воззрение, которое верит в неотъемлемое «я» как начальника. С философской точки зрения, это то же самое, что вера в Творца. Один из первых аргументов, который используют мусульмане, звучит так. Все настолько изумительно, что должен быть архитектор. I remember a Lutheran one time in Kathmandu when I was talking about Buddhism and they were asking questions and he said,
How come there's not anarchy among Buddhists? Я помню, когда один лютеранин, когда я рассказывал о буддизме в Катманду, он мне задавал вопрос и спросил: странно, что между буддистов нет анархии, ведь нам нужен начальник. Because we need a boss to run the show, to be the architect, the designer, the builder, the boss, the controller, the punisher, the rewarder. Buddha disagrees with that philosophical position. He says it's an embellishment. Ведь нужен нам какой-то начальник, глава, руководитель, архитектор, творец, строитель, наказующий, вознаграждающий, кто-то, кто управлял бы всем этим оркестром, и Будда с этим не согласен. Он говорит: нет, это не нужное философское преукрашение. Легко эти слова произносить, а сложно, используя буддийское воззрение, логически доказывать, что такого Творца или такого я не может быть. Потому что то, что существует, что являлось бы я или Творцом, вот эта вещь, которая описывается как я или Творец, утверждается, что она постоянна, неизменна и беспричинна, и не зависит ни от чего. О чем говорит Будда? Что ничто в таком ключе существовать не способно. И вот это сложно, использовать такого рода логику, чтобы доказать невозможность этого. Именно поэтому так значимо, так важно это слово «зависимое». Оно очень важно для понимания этой темы. И самый тонкий смысл. Пора спать ложиться, прошу прощения. Скажем, «я». Сперва нужно установить условное «я». А затем нужно искать, начать искать среди частей это независимое «я», в которое мы верим. И, наконец, когда достигнем реализации, мы постигнем, что нет ни атома, никакого, нигде, ничего здесь, который я бы образовывал. Но и способ это описать таков. Будь то чашка или я, различия никакого нет. Нет никакого атома смысла в этом, кроме того, которым этот объект наделил ум. Этот объект наделил ум, которым этот объект наделил ум. Иными словами, все, по словам Будды, все создается умом. Все вселенные, все адские царства, все счастье, все состояние Будды, все страдания в конечном итоге сводится к уму. Таково представление Будды. Каков смысл всего этого? Звучит занимательно, правда? Понять это на опытном уровне, неопровержимо, необратимо. Это и называется реализацией пустотности. Отсутствие этой фантазии есть пустотность. А доведение этой реализации до совершенства — это конец всем страданиям, конец всему страху, всем царствам. А в сочетании с состраданием и бодхичиттой это и есть Будда. И Будда говорит, таков по определению потенциал всех умов. К этому и ведут все упомянутые ранее вещи. Завтра мы подробнее об этом поговорим. Можно с этой мыслью поспать, в сновидениях ее использовать. Вы что хотели узнать? Ну-ка быстро. Микрофон. Кратко и по сути. Вопрос. Нет, вопрос.
А No, I didn't say that. я Not at это all. ум? That's the whole Нет, point. я этого совершенно не говорю. Это But that's a wrong statement already. Don't even go on. уже неверное утверждение. But you're Но wrong. продолжайте, So don't вы не continue. правы, так Don't что waste можете your не time. продолжать, не тратьте время. I is the combination. No, it is not. It is Я- not the combination. Нет, я не Precisely not сочетание the тела. combination. No. Это именно что не It is сочетание. not separate from, А. it is not oneness with, it is not the combination, it is not that. Precisely. Оно не слито с ними, не отдельно и не является их сочетанием. В этом Thank смысле. you. I, which is not permanent. No, Yeah. that's just a minor point. Нет, It's a minor Я, point. который не Permanence way поставил. back early on. С постоянством мы What's your гораздо question? раньше разобрались. Not clarificate. What's your В question? чем ваш вопрос? Try and put it as a question. Попробуйте сформулировать это What как do вопрос. you call the mind and its four sets of elements? Excuse me, the mind doesn't have four sets of elements. Как вы называете ум и его Body 4 набора The body элементов? does, darling. Ума нет на 4 What do you элементов, call наборов the элементов, mind, а у тела which есть. is the sensory consciousnesses and the mental consciousnesses, which works in tandem with its own set of It's four called a person, elements, dear. It's called a which person. are It's called a person. But Person. not an inherent person. But it's Как вы называете? and emotion No, and that's all. food. That's all unnecessary. Как вы называете ум, чувственное и умственное сознание, как работают в сопряжении с своими 4 элементами? Мы называем это личностью, но не неотъемлемой личностью. Oui, mais ce n'est pas un jeu inhérent, existant de manière inhérente. So the tricky bit is this. Хитрость здесь вот в чем. Conventionally, В условном уровне you exist. вы You are a существуете, person. вы личность. You're not a microphone, are you? Вы же не микрофон, Not a верно? toilet. Не туалет. Okay? Хорошо. You're a person. Вы No личность. problems. Никаких проблем. Conventionally. But then we have to investigate В условном уровне. how it exists. Но нам нужно исследовать, как оно существует. Что Well, такое you didn't личность? ask it. You just asked it. Would have been simple. Что такое? Ну, вы этого не спросили. Если бы вы спросили, было бы просто. Если бы вы спросили, что такое личность, я бы вам ответила. No more. Enough. Все, хватит. The point is, it's not as if there is no I. Речь ведь не о том, что никакого «я» нет. It's how it exists. Вопрос в том, как оно существует. But as Rinpoche says, Но, как говорит лама Сопы Ринпоче, we'll finish with this thought. и на этой мысли мы завершим. When we have realized Когда мы постигли пустотность, отсутствие of the inherent I, неотъемлемого «я», the I we think exists, «я», которое, по нашему when мнению, we существует, realize it doesn't exist, когда мы постигли, что оно when не we realize the существует, absence of it, когда мы постигли его we отсутствие, realized emptiness, мы постигли пустотность, he says, тогда он it говорит, is as if there как is no I. все обстоит, как если бы никакого «я» не было, но But what «я» does есть. Но то, что so существует, subtle. настолько It's тонко, as if it что doesn't его как exist. будто бы и нет. And that's not just meant to be clever words. И это не просто остроумные It's слова the bringing какие-то. together of the two truths. Это объединение двух истин. When we truly understood this, Когда мы подлинно это поймем, right now, when we think dependent arising, сейчас мы думаем, зависимое порождение, we reify. и овеществляем. Real, permanent, Ре- eternalistic. Реальное, постоянное, As soon as we hear этерналистическое. emptiness, Стоит нам услышать о we пустотности, chuck the baby out with the bathwater, как мы выплескиваем ребенка с грязной водой and we become nihilistic. и впадаем в нигилизм. And we can't help but hear it like this. И неизбежно мы So, так это Buddha слышим. says, sorry, Робина, there's no I. Будда говорит, Робина, No нет inherent я, I. нет неотъемлемого я, говорит Будда. Oh, well, I might as well kill myself, there's no I. О, можно тогда пойти убиться, я-то нет все равно. You just chucked out too much. Только что слишком много отбросили. That's the extreme of nihilism. Это крайность нигилизма. And then as soon as we hear there is an I that is dependent arising, Стоит нам услышать, что есть я, который является зависимым, oh, thank God, возникшим. there is something. Grasp. О, слава Богу, есть за что уцепиться. We just over-exaggerated. Мы только что преувеличили. And it's getting the tricky bit is getting these two together. И хитрость в том, как эти вещи совместить In the middle way. на срединном пути. The middle way is when we've got it. Срединный путь, когда мы его постигли, These two are simultaneous. это две эти вещи, присутствующие одновременно. Because whatever's dependent arising Потому что все, что является зависимым is возникшим, necessarily lacking independence. все непременно лишено независимости. And whatever lacks
А все, что лишено независимости, is necessarily a dependent arising. все непременно является зависимым возникшим. This is what we have to get, you know. Вот что нам нужно понять. And we'll talk more tomorrow. И завтра мы подробнее об этом поговорим. Okay? Хорошо? No. Нет. Shush. Тихо. Not you, him. Non, pas toi, lui. Enough. Let's go to bed. Хватит, пора спать. So we met Tara this morning. We had Tara Итак, there, didn't we? утром мы встретились с Тарой, Тара утром We've been представляли. hanging out all day, blissing out. We're doing all this hard work. И вот она все это время там висела, наслаждалась, блаженствовала, пока мы занимались тяжелой работой. So we became Buddha this morning. Remember, we did all the purification. Как вы помните, мы утром стали Буддой, выполнили So now очищение. now we imagine, И теперь мы now that we представляем. become a Buddha, Теперь, когда мы стали Буддой, мы представляем, we visualize our entire universe визуализируем всю Вселенную, full of sentient beings, полную живых существ, all the enemies, все all the враги, friends, друзья, all the strangers, незнакомцы. no fourth category. Четвертой категории нет. They all want to be happy. Все они желают быть All счастливы. want to be not suffering. Все желают не They страдать. all possess Buddha nature. Все наделены природой So Будды. now I'm the Buddha. А теперь What я choice do I Будда. have? Какой у меня есть? Разве есть у меня выбор? Que d'aider. So we Только visualize помогать. light coming from Tara at our hearts, И мы представляем, что свет исходит от Тары в наших сердцах, De Tara et touching the hearts of all these beings, first the enemies, then the friends, and the strangers, касается сердец всех этих живых существ, сперва врагов, затем друзей, taking away незнакомцев, all their suffering, устраняя все их страдания, les débarrasse de toutes leurs souffrances giving them everything they need, наделяя их всем, в чем они нуждаются, and turning them into their Tara. и обращая их в собственных Тар. So only imagine this. Мы просто это As we представляем, just sing a few times Tara's mantra. и мы несколько раз споем мантру Тары. fois le mantra de Tara. Om Tare, tu Ture Swaha. 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 And then we just imagine they all dissolve into green light and disappear into space. Затем представляем, что они все растворяются в зеленом свете, исчезают в пространстве. They all the sentient beings, Все живые существа, все преображенные существа растворяются в No, I свете. forgot to bring Tara into us. I forgot. Tara's still there, isn't she? Oh, I forgot. Never mind, we'll leave her there till tomorrow morning. She's okay. Ничего страшного. Тару мы забыли в себе растворить, но оставим ее I там до thought we завтра. absorbed her into Все us, but we обязательно. didn't. Я думала, что мы ее в себе растворили, но мы это пропустили. Ну что ж, завтра утром заново этим We'll say hi займемся. again to her in the morning. Снова утром ей скажем привет. Okay. So we now just visualize all the sentient beings disappear. И теперь мы просто представляем, что все живые существа исчезают. Tara says bye-bye. Тара говорит, до свидания. And so now we then dedicate, И thinking теперь мы how посвящаем. fantastic, Теперь мы посвящаем заслугу, думая, как замечательно. Fantastique. as many thoughts as we've had all day, Сколько у нас, походу, не было as мыслей, many seeds we've planted. столько семян мы посеяли. May we nourish these seeds Пусть мы сможем напитывать эти with our семена practice, our efforts, посредством своей практики, своих усилий, Et avec effort, so that these seeds ripen in the future чтобы эти семена созрели в будущем, as our own Tara, как наша собственная so Тара, we can effortlessly benefit all sentient beings. чтобы мы смогли без усилий приносить благо всем живым être существам. bénéfique à tous les êtres. Right. So again, silence. Опять же, безмолвие. Meditation, retreat mode. Ретритный режим. On passe en mode retraite. They say yogis and yoginis walk straight ahead. Говорится, что йоги и йогины идут прямо вперед. Marche en regardant droit devant eux. They're thoroughly autistic, Et ils sont Они очень артистичны, authentiquement Okay. autistes. minding their own business. занимаются собственными делами. Not like little birds looking at everybody else, you know, Не как making opinions. маленькие птички, которые головами повсюду крутят и по всех составляют мнение. And then we think we're going to go to sleep. Этим мы думаем, мы So maybe you can погрузимся в add a сон. little bit to sleep now. Depends on where you're at. Можно теперь, в зависимости от своего уровня, добавить еще компонент ко сну. Imagine Tara's in your bedroom. Представляете, что Тара у вас в спальне и сидит на Tara вашей on your подушке. pillow. Тара на подушке. Maintenant sur votre oreiller,
You don't have to do this. Вы не обязаны это If you know выполнять. Tara, you can do Но this. если знакомы с Тарой, знаете, кто такая Тара, то можете... Думаете, что Тара — это ваш лама, она сидит у вас на You rest your подушке, head in her lap. и вы кладете голову к ней на колени And you sink into the emptiness of sleep. и погружаетесь в пустотность сна. But before you do that, you make a decision, I will see my dreams as dreams. Но прежде чем это сделать, вы зарождаете решение. Я буду видеть свои сны как сны. And if I wake up in the morning, И если я проснусь I'll утром, leap out of bed so то happy с радостью выскочу из кровати. that my petrol tank of morality hasn't run out С yet. радостью по поводу того, что мой бензобак нравственности все еще не опустил. Come to meditation, Приду на медитацию, go to breakfast, пойду завтракать, come to the teachings, приду на учение and continue on our way. и продолжу продвигаться. Okay. Bonne nuit. Доброй ночи. Утренняя медитация транслируется в 9:30 по Москве.